вопрос. У меня есть вопрос на ответ. У меня есть вопрос. У меня есть вопрос на ответ. У меня есть вопрос. Ох, привет, дружище! А что ты здесь делаешь? Не знаю! У меня есть ответ на вопрос. У меня есть ответ на твой вопрос. Ты что делаешь? А ты что делаешь в доме моем? Ты что, пришел и думаешь, я тебя буду сейчас встречать как в первой и второй части? Да иди тут нахуй! Ответы на вопросы. Йо, чё как, народ, и добро пожаловать в ролик на вашу любимую тему. Котлету, монету. Исполнительница моя любимая. Нет монет, а как так? И в мою любимую тоже, потому что я очень люблю издеваться. Прошлая часть уже практически год, поэтому, возможно, это даже уже традиция. Отвечать на вопросы раз в год. Звучит так, как будто это придумал я. Let's go. Мерби, тебя не бесит, что имя Евгений сокращается как Женя, а не как гений? Конечно же бесит, в этом нет логики. Во-первых, спасибо за комплимент, детка, я действительно гений, а с украинского таки вообще божевильный. А во-вторых, почему сокращенная версия Евгений не звучит как Геня? Потому что существует Гена? Если бы всех Жень звали Геня, то мы бы обошли офигенные шутки по типу... Что? Ты жена. Привет, я огорченный зяблик, неважно. Представь, что ты вышел, зашел, сделал сальто, залез под одеяло, полетел на орбиту и залетел. Твои действия. Ой-ой-ой. Женя, я твой ребенок, самое время меня родить. Мне лень. Понятно? Конец. Осознает ли нарисованный Мирби, что он не Мирби, а Женя? Ты осознаешь, что ты не Мирби, а Женя? Нет, я не знал. Ты осознаешь, что ты не Мирби, а Женя? Нет, я не знал. Ты осознаешь, что ты не Мирби, а Женя? Нет, я натурал. Мирби, почему пододеяльник называется пододеяльником, если одеяло кладут вовнутрь? Получается, мы пододеяльники. Во-первых, это гениально. Во-вторых, я подкроватник, потому что... Так прохладней. Какие любимые аниме и что предпочитаешь смотреть? Я хотел записать полноценный ролик про аниме, про свой топ-5, но в итоге, наверное, просто отвечу здесь. Neverland, Бакуан, Евангелион, Крутой учитель Онидзука и Тетрадь смерти. А из последних, которые я посмотрел, это твоя апрельская ложь. Я никогда особо не смотрел такие аниме, типа драма, но я думаю, я бы реально заплакал над этим, если бы я не был в Дискорде с пацанами. Рекомендую. Расскажи самый неловкий момент. Оксана, у вас прекрасный голос, хотел бы я себе такой. Вся моя жизнь — это неловкий момент. Но самый неловкий — это, наверное, когда я не понимаю, как обращаться к человеку. О, это подруга мамы, но я уже не ребенок, поэтому я и скажу... Привет! Довольно мужественно. И после того, как ты перешел на привет, при очередной встрече ты говоришь «Здравствуйте». Зачем? Я принижаю себя, и при этом я делаю неловко возможность человеку, потому что если бы мне сказали здравствуйте, то я бы такой, типа, ты че нахуй? 1 на 1 в Бравл Старс. А кто запустит быстрее ТикТок? Я быстрее запущу ТикТок, давай, да? Были ли у тебя великолепные, ну прям офигенные рисунки, которые ты потерял? Нет, пик моего рисования — это, наверное, миссис Хадсон. Любой мой подписчик в группе ВКонтакте и в Инстаграме нарисует Мирби лучше, чем я. И я не художник, я клоун. Звоните мне по номеру 8 806 35 5 Приеду и сделаю вам фанни. Что люди должны знать о тебе при знакомстве? Я фанни. Когда ты поешь? Идеальный способ вставить рекламу. Киберпанк будущее окутала Кросаут. Кросаут — это онлайн-экшен, в котором ты можешь собрать боевой спорткар из сотни деталей. Могущественный синдикат захватил город, уничтожая врагов среди небоскребов, деловых центров и монорельсовых дорог, чтобы вернуть контроль над мегаполисом. Получай новые детали и оружие в битвах. Теперь в Кросаут есть Кайдзю, мощная сверхсовременная пушка. Поставь на свою машину гоночные колеса или используй дронов, побеждай других игроков и прокачивай Battle Pass. Устраивай рейды на боссов и зарабатывай репутацию могущественных фракций, чтобы открывать доступ к передовым технологиям. Продавай ненужные детали другим игрокам на черном рынке и покупай новые модули для машин, по типу генераторов невидимости, ховеры, радары, ускорители и многое другое. Участвуй в клановых войнах или соревнуйся в гонках, покажи свое мастерство на самых безумных трассах города. Качай Кросаут бесплатно по ссылке в описании и получай кибербонусы. Мирби, что если мы на самом деле не люди и нами управляют? Что если мы персонажи игры? В таком случае мой создатель создал меня и вышел из игры. И я могу его понять, ведь создавать героя довольно весело, а играть скучно. Вот я и сделал все свои дела, можно теперь и спортом заняться. Вот ты позанимался. Кто, блядь, играет в Sims, кроме моей сестры? Поднимите руки. Их нет. О. Как? Это написал Эл. Я Кира.
О! Как? Как задавать вопрос? Черт, я не буду отвечать на этот вопрос. А если я поставлю лайк? Вопросы в русском языке могут формироваться Слушайте, а паренек-то старается, вроде что-то про русский язык затирает. Может, ему и лайк поставить? Я поставлю. Что будет, если все в мире эмоций выражались озвучанием твоих смайликов? Кто не понимает, о чем речь, на втором канале у меня есть рубрика «Читаю ваши комментарии», где я читал комментарии со смайликами. Что ж, вышло как-то так. Сколько весит Мармаш? Давайте его и спросим. Окей, я звоню Мармажу. Алло, Макс, привет. Здорово. Тут, короче, вопрос от подписчика, да? От кого? От подписчика? От подписчика. Ну. Сколько весит Мармаш? Не нахуй, пожалуйста. В 6 утра вот такой звонок у тебя. Какую аниматян ты хочешь? А вот на этот вопрос я точно не буду отвечать. Погодите-ка, если милиция это полиция, то медики это что? Стоп, мы на ютубе. Какие онлайн-игры играешь по сей день? Что ж, их не так уж и много. Это буквально CSGO, Faceit, Fortnite и Minecraft. Майнкрафт! Будет ли рубрика «Нарисуй Мирби»? Уже 2 года прошло. Привет. Что ж, так как не было какого-то определенного задания на рисунок, я нарисую Содерлинга и себя, потому что я сейчас живу у него, пока ищу квартиру. Поехали. Эй, Соло, смотри быстрее! Я нарисовал тебя и себя. Типа, вот я стою здесь рядом с тобой. Типа... Ну и уходи прочь отсюда! Суда, как так-то, блин? А может пойдем в баскетбол сыграем? А, давай! Пойдем! Да. Блин, да как же ты так попал-то? А теперь моя очередь. Давай, сюда! Победа! Да! Ну ладно, с тобой жить круто. Оставайся, дружок. Как-то так. Спасибо за просмотр и за участие в этом упоротом видео. Упоротом кто-то говорит вообще так сейчас, нет? А как еще? Также спасибо за ваши вопросы. Некоторые из них были реально гениальные. Вы хороший зритель. Я очень рад, что мы понимаем друг друга, и я могу постиронизировать и делать такой абсурд. Это очень весело. Ну а с вас, как обычно, лайк, подписка и комментарий. Ой-ой-ой, а какие игры вы любите больше всего? Может быть, вот эту или вот эту? Напишите в комментариях. Вот я люблю игры по Винкс. Пока. Я не могу нахуй. Что такое чучевап в каждом конце твоего видео? Чучевап?